Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я вас немного поразвлекаю. Сегодня у нас болталка с нашим любимым плетением. Чтобы вам не было скучно, я поплету что-нибудь параллельно болтательному процессу. А будем мы болтать на тему «Как понять, что вы плетун до мозга костей». Все наблюдения взяты из моего личного опыта, но если у вас будет что добавить, то пишите в комментариях, я с удовольствием почитаю. Я хотела как-то систематизировать эти признаки плетуна, но потом оставила это дело, они все равнозначны. Итак, плетун – это диагноз? Когда я размышляла на эту тему, я поняла, что да. И еще какой диагноз? Такого заразительного занятия я еще не видела. Как считаете вы, кстати? Итак, как понять, что вы плетун до мозга костей? Поехали! Первый признак – вас постоянно тянет в строительные магазины. Вас привлекают краски, морилки, лаки, пропитки, клей и разные другие строительные материалы. В какой-то степени ваши мужья даже рады. Вам не надо шубы, дай вам просто газету, лак и коллер. И все, вы счастливы. Какие Мальдивы, Леруа, Касторама, Максидом – вот ваш рай. Вы начинаете разбираться в разных материалах, познаете разные новые словечки – адгезия, пропитка, стяжки, грунтовка. Вы уже настолько подкованы в строительных материалах, что вполне можете занять место консультанта в строительном гипермаркете, и такой консультант точно будет на вес золота. Второй признак – ваша квартира, дом или комната завалена материалами и плетенками. Вы сразу узнаете плетуна по разбросанным огрызкам трубочек, а иногда, например, в моем случае, по краске на мебели, холодильнике, столе от окрашивания этих трубочек. И, кстати, загляните плетуну в холодильник. У истинного плетуна там хранится не только еда. Третий признак – вы смотрите ролики по плетению, читаете статьи по плетению, участвуете в активных мероприятиях по плетению. Хотя последнее под вопросом. Иногда плетун до мозга костей сидит себе спокойненько в уголке и плетет, не выходя из дома. Некоторые плетуны отличаются особой организованностью. Они ведут конспекты, записи, расчеты, эскизные тетради. Четвертый признак – вы постоянно думаете о плетении. А как бы вы сплели эту корзиночку? А эту загибку или узор обязательно надо попробовать. Мозг кипит, голова кругом, постоянная эйфория от плетения. Блаженство. Все ваши разговоры только о плетении. Вы зависаете на сайтах по плетению. Домашние уже привыкли. Или на стадии привыкания. Друзья пока не понимают, что с вами происходит, иногда считают вас не такой, как все. А окружающие незнакомцы вообще в ступоре от вас, особенно если видят, как вы тащите большущие пачки газет из магазина. Одни питомцы вас понимают и поддерживают. Вот где настоящие друзья. Пятый признак. Плетуну до мозга костей постоянно мерещатся плетеные вещи. В кафе, в театре, в гостях, в магазинах, кино, на улице. А еще плетун постоянно примеряет многие объекты на возможность их сплести. Стул? Надо его оплести. Ваза какая красивая. Вот такую бы сплести. И снова эйфория, радость и бессонные ночи. Ну а если вы все-таки спите по ночам, тогда ловите шестой признак. Сны о плетении. Если вам приснился такой сон, все, считайте, вы попали в ловушку плетения надолго. Кстати, кому из вас уже снились сны о плетении из газет? А сны-кошмары о плетении? Расскажите в комментариях, будет интересно почитать. Мне снятся иногда, раз в месяц, обычно кошмары. Например, из последних я купила целую гору трубочек, а когда пришла домой, обнаружила, что они все плохие. Толстые, полые, разной длины. Проснулась я, конечно же, в поту, еще долго не могла отойти. Седьмой признак. Как понять, что вы плетун до мозга костей? Вас просто перестает тянуть на всякие мирские развлекательные мероприятия. Кино, театр, кафе, гости. Вы считаете, что сделаете гораздо больше пользы себе и человечеству, если поплетете что-нибудь. Но уж если вы все-таки выбрались в свет, то восьмой признак – истинные плетуны зря времени не теряют. Они берут с собой бумагу и спицу и крутят трубочки. Со стороны это может показаться не совсем нормальным, но кому какое дело? Живем-то один раз. Девятый признак – настоящий плетун постоянно заплетается. То есть заговаривается. На обед он сплетет суп, на десерт сплетет торт. А какие оговорки были у вас? Напишите, как будет интересно почитать. И последний признак – десятый. Плетун уже не принадлежит себе, он просто не может остановиться, у него даже нет такой мысли, он связан узами плетения навсегда, он уже потерял счет трубочкам, изделиям, он мечтает о том, чтобы весь мир познал радость от плетения, он начинает всем рассказывать, как же это классно, плести. Конечно, многие, которые не в теме, его не понимают. Здесь вспомним о домашних питомцах, они наши верные друзья, все понимают. Жаль, плести не могут. Пожалуй, и все. Если вы себя узнали по большинству признаков, поздравляю, вы есть настоящий плетун до мозга костей.
Гордитесь этим чудесным званием и не теряйте его. Надеюсь, я вас повеселила и видео вам понравилось. Обязательно дайте мне об этом знать любым способом, комментарий или лайк. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, пусть тоже себя протестируют. А вдруг плетуном окажется ваш друг? Желаю вам легкого плетения, вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока!